you, I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah, I'm in love with you in every way. Всем здорово, ребят! Я думаю, смотря на эту мишень, вы уже догадались, что мы сейчас находимся на полигоне! Сегодня мы с ребятами подготовили для вас достаточно интересный эксперимент, в ходе которого придется стрелять из настоящего боевого оружия. А для стрельбы мы привезли сюда большое количество мишеней, которые мы будем проверять на устойчивость к выстрелам. Мы будем ставить все эти мишени в ряд и стрелять по ним. В ходе этого мы сможем выяснить, в какой момент тот или иной материал смогут остановить пулю. И смогут ли они остановить ее вообще. «20 августа. Это тот день, который многие мои подписчики очень сильно ждут. Ну, во всяком случае, я очень сильно жду. Потому что, как я уже говорил, произойдут колоссальные изменения. Не могу сказать, что вы очень сильно все заметите. Все это касается исключительно качества нашего контента и того, что мы снимаем. Только супер идеи, только супер качество, только супер реализация. Все это с 20 числа. В общей сложности на все эти изменения потратится примерно месяц. И уже вот-вот скоро вы их увидите. Это всего лишь на 9 миллионов подписчиков. А что будет тогда, когда на канале будет 10 миллионов? Я вам обещаю, ребят, что наша команда будет всегда развиваться и стремиться к лучшему. Но чтобы мы могли постоянно развиваться и постоянно расти вверх, нам само собой нужна ваша поддержка. Поэтому не поленитесь, прямо сейчас подпишитесь на канал, свернув это видео, нажав на красную кнопочку, и поставьте лайк. Честно, ребят, мы очень сильно стараемся. Пока что эти последние 5-6 видеороликов, можно сказать, мы отстреливаемся и выпускаем ролики, над которыми мы не так много заморачивались, потому что нам нужно было освободить время для этих изменений. Но с 20 числа будет очень круто. Поэтому подписочка, лайк. Ну а мы продолжаем видеоролик. Не так давно мы с ребятами снимали видеоролик про кольчугу из рублевых монет. Там мы ее тестировали разным оружием. Одним из оружий был пневматический пистолет. Он не смог прострелить ткань. Вообще. Поэтому первую мишень, которую мы сегодня возьмем, это как раз таки будет ткань. Ну, само собой, пневматический пистолет и боевое оружие — это совершенно разная история, но все-таки интересно, есть ли хоть какая-то вероятность того, что ткань все-таки сможет остановить боевой патрон. Ребят, как думаете, пробьет, не пробьет? Конечно пробьет, это же всего лишь ткань. Мне тоже так кажется, но все-таки это шелк. Он очень плохо идет на разрыв, поэтому есть небольшая вероятность. Я думаю, почему-то, что пролетит. Не знаю почему. Просто кажется, что это ткань, и она навряд ли остановит пулю. А я на 100% уверен, что все пробьет. Просто насквозь, как по маслу пройдет. Здесь 30 слоев ткани. И взяли мы именно шелк, потому что шелк очень плохо идет на разрыв. Кстати говоря, при помощи шелка впервые изобрели бронежилет. У какого-то мужчины был платочек, сложенный в 4 раза, в него стрельнули, пуля не прошла, и именно тогда люди впервые подумали об этом. Но как это было? Что это было за оружие? И вообще, правда ли это? Вот лично я вот так смотрю на все это, и я просто-напросто не верю, что боевой патрон не пройдет через ткань. Но если это все-таки произойдет, я думаю, это будет очень круто. Знакомьтесь, это Игорь Владимирович. Сегодня он будет нашим стрелком, который будет уничтожать все сегодняшние наши цели. По своему опыту, вы наверняка не первый день стреляете. Возможно ли остановить пулю при помощи шелка? Ну, не такого количества. Если ее остановят, будете сильно удивлены? Очень. Ладно, тогда я думаю, не стоит затягивать. И, в принципе, сейчас мы можем произвести первый выстрел. Стреляйте, пока он там. Я готов. Все. Стреляю. Не знаю, что там,
не знаю, прострелил всю ткань. Первый прошел, второй прошел, третий прошел, четвертый прошел, пятый прошел, 8, 9, 10. Какой-то там прошел. Абсолютно все слои шелка были прострелены, кто бы сомневался. Но есть вероятность, что это произошло так, потому что между шелком было какое-то расстояние, а по легенде это был платочек, который сложен в 4 раза. То есть шелк друг к другу прилегал максимально плотно. Давайте совершим еще один выстрел, только теперь соединим все слои шелка в один, но очень плотный. Не знаю, как все остальные ребята, но я уверен, что не изменится абсолютно ничего. Сложат они его, не сложат, просто все прошьет насквозь. Если мы сложим всю ткань воедино, изменится что-то, по вашему мнению, или нет? Нет, пробьет так же. А как тогда объясните то, что все-таки впервые был изобретен бронежилет? Все это брехня или... Нет, тогда просто патроны были слабее, пули были свинцовые, безоболочечные. И шелк лучше? Да. Ну а пока ребята подготавливают следующую мишень для стрельбы, у меня есть примерно 1 минута, чтобы посоветовать то, что многим из вас, скорее всего, будет интересно. А конкретно поиграть в GTA Криминальную Россию. Вы спросите, где? На Радмир Roleplay. На каком сервере? На 6-м. На сервере вы можете пройти путь от бездомного до самого уважаемого человека в стране. Реализуйте своего персонажа таким, каким хотите видеть его именно вы. И пройдите путь до самых вершин карьерной лестницы, став главой структуры или одержите победу на выборах и станьте президентом. И также не забывайте вводить мой промокод. При отыгровке 5 часов вы получите 60 тысяч игровых рублей. По-моему, это достаточно неплохой бонус. Дом вы, конечно, на эти деньги не купите, но с голоду точно не умрете. В общем, все нужные ссылочки и промокод найдете в описании. Ну а мы отправляемся дальше стрелять. Ты, Макс, реально думаешь, что может не пробить? Знаете, когда мы сложили все это в несколько слоев, мне начало так казаться. Помечаем предыдущие выстрелы с этой и с той стороны. Ну и теперь переходим к выстрелу. Хотя, на что мы тут рассчитываем? Ничего не изменилось. По-моему, прошило. Сейчас выстрел был произведен с СКС. Достаточно мощное оружие. И в те времена, когда изобрели шелковые бронежилеты, тогда не было такого оружия. Все оружие того века, оно было порядка слабее. Поэтому мы решили взять самое слабое оружие, которое у нас есть. Это мелкокалиберная винтовка. Вот сюда вот попадет и с той стороны выйдет. Отвечаю. Дырочка с 2 сторон. Следующий на очередь идет кожа. И почему-то мне кажется, что вот ее 100% не пробьет. Примерно слоев 20 это самый максимум. Все 30 слоев. 100%. Я тоже уверен, что прошьет все. Просто. Я не успел. Пробила. Ударилась, развернулась, короче, и полетела боком. Ебой. Не знаю, к счастью или к сожалению, но с карабина мы пробили кожу. Сейчас мы выстрелим в нее с малокалиберной винтовки. Тоже пробьет? Нет. Первую пробила, вторую пробила, третью пробила, 17-ю, 18-ю, 19-ю. Чтобы остановить мелкокалиберную винтовку, потребуется 20 слоев кожи. Достаточно интересный факт и, самое главное, полезный. Не знаю, кому и когда это пригодится, но очень интересно. Все, ребят, тихо. Я молчу. Как ставить? Вот сюда? Стой, 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 да. Тодик, я сейчас записываю. Ты сказал готов? Взяли эту команду туда поставил. Давай еще раз.
Следующее, что мы попробуем разрушить, это будет лед. В видеоролике, когда мы стреляли из нашей кока-кольной пушки, лед пробить не получилось. Но все мы прекрасно знаем, что она гораздо мощнее, чем те пушки, из которых мы стреляем сегодня. То есть, по сути, шансов пробить этот лед нету. Ладно, ну, а теперь серьезно. Я уверен на 100%, что пушка пробьет, но не больше, наверное, 7 слоев. Это получается 70 сантиметров льда. Так как в толщину одна льдина плюс-минус, скорее минус 10 сантиметров. Пока мы его довезли, пока мы все разложили, пока до него дошла очередь, он уже потаял на 1 сантиметр. Ну, в общем, примерно 70 сантиметров. Даже, наверное, меньше. Сантиметров 50. Мне кажется, что пробьет около метра. А как вы думаете, ребят? Пробьет, наверное, 3-4 всего лишь и все. Минимум 8. 5 точно, но может и больше. На больше она не способна. А теперь, я думаю, стоит спросить у тех людей, которые действительно могут в этом разбираться. Игорь, как вы думаете, сколько же все-таки сантиметров льда пробьет? Ну, наверное, 60 где-то так. Я сейчас подумал, так, наверное, все-таки даже, наверное, 3 льда. Заряжаю. Заряжено. Все готовы? Да. 4, как я и сказал. 4, как я и сказал. Не больше, наверное, 7 слоев. Даже, наверное, меньше. Сантиметров 50. Я сейчас подумал, так, наверное, 3 льда. Ну, это было нормально так. Честно, я все равно в голове надеялся, что это будет гораздо мощнее, но все-таки физика говорила о том, что нет, это невозможно. Но все-таки не стоит забывать, что у нас есть еще одно оружие, because оно мощнее, поэтому давайте посмотрим, сколько слоев разобьет оно. Готовы? Как оказалось, льду абсолютно наплевать, сильнее эта пушка или не сильнее. 4 льдины — это максимум. Даже разлетелись они абсолютно одинаково. Честно говоря, я ожидал гораздо большего. Ну а наш мелкокалиберный ТОС-78 пробил всего лишь 1,5 льдины. Ну, на большее мы и не рассчитывали. Ладно, ну а мы переходим к следующей мишени. На самом деле ты рассчитывал на больше, а ты говоришь, что 2. Не больше 2. Не больше. Не больше, это значит не больше. Ну и не меньше. Ну... Как с автомата. Следующее, что мы уничтожим, это будет бумага. И сделать это нужно как можно быстрее, она очень тяжелая. Стреляю. Такое ощущение, что в первой же пачке бумаги застряла пуля, и мне почему-то кажется, что даже до второй не прошло. Задело второй слой? Да, Нет. конечно, задело. Тут. Первый слой пробила насквозь. Интрига. Тут. Фу! Воу. Па-бам! Да блин, я не... А вот, собственно, и сама пуля. Такое ощущение, что пуля врезалась не в бумагу, а во что-то металлическое. Минус столько бумаги. Это ж столько сценариев могло бы быть. Так как бумаги у нас осталось еще достаточно много, мы решили стрельнуть еще и с ружья. Сравним, насколько отличается их мощность. Так, Нормально. что пробило, что не пробило? Первый слой пробило? Да, по-любому. Да. Он даже прилип ко второму. Там пуля уже вон вся. Очень странно выглядит. Какая-то странная пуля. А это точно вообще пуля была? Просто она какой-то странной формы. Вот так выглядит пуля после попадания в бумагу. Я бы не хотел на такой скорости влететь в бумагу. Будем ли мы стрелять с мелкашки? Я думаю, не нет стоит. смысла. У нас Стреляем с мелкашки! Классная идея. Макс всегда всех слушает. Мелкокалиберная не смогла даже пробить одну пачку бумаги насквозь.
Ладно, как итог, за сегодняшний день мы смогли выяснить, насколько одно оружие мощнее другого. С учетом того, что в одной пачке бумаги 500 листов бумаги, мощность оружия по таблице Мамикса такая. СКС 1750, Бекас 750 слоев бумаги и мелкокалиберная винтовка 250 листов бумаги. Научно, познавательно, интересно. Сегодня на полигон мы с собой взяли еще и настоящий бронежилет и решили проверить, насколько он сможет на самом деле защитить. Потому что я сталкивался с бронежилетами только в фильмах. Там они вроде как спасали жизнь. А сможет ли бронежилет спасти от того оружия, с которого сегодня стреляем мы? Он твердый. Все равно. Я бы ни в жизни там не встал, чтобы в меня стреляли, когда я был бы в этом бронежилете. Поэтому нужно что-то более бесполезное. Диман, Чё? надень бронежилет. Давай. Я в нем как плохой парень. Можешь посидеть вот здесь? Для видео, да? Да. Диман, ты глаза закрой. Все будет хорошо, Дим. Все будет хорошо. Ты фотать будешь? Да. Давай, готов? Давай фоткай. Ты фоткаешь? Давайте подряд сейчас совершим примерно 5 или даже можно 10 выстрелов, чтобы от него вообще ничего живого не осталось. Диман, нормально, если у тебя 5 выстрелов? Да. Ну все, нормально. Надеюсь, из фоторужья? Да, Дим, из фоторужья. Диман, ты нормально там? Да нормально все. Я живой. Оу, щит, мэн. Димон! Давайте посмотрим. Ну, кстати, остался жив. А я говорил, что пробьет. А тут прикол в том, что, короче, бронежилет, он не целый. Попали чуть-чуть выше, а с пластинкой вроде особо ничего такого не произошло. Я вообще не могу понять, если честно, попадала в нее или нет. Давайте попробуем совершить выстрел прямо вот в эту пластину, без бронежилета. Оу, щит. Чистое попадание. Конечно, не пробило, но вмятина нормальная осталась. Ладно, в общем, бронежилет может спасти жизнь и сделает это без проблем. Вот удивительно, да? Бронежилет сделан для спасения жизни от попадания пулей, и он спасает жизнь. Интересные факты. Ладно, а мы переходим к тому, что стоит определенно под сомнением. Сейчас мы попробуем стрельнуть в пенек. Но все-таки, смотря на этот пень, у меня есть большие сомнения, потому что у меня уже есть опыт разрушения дерева. Это очень трудно, в разы труднее, чем лед. Как-то однажды мы с ребятами снимали видеоролик и пытались взорвать при помощи самой мощной петарды сухое дерево. В результате у нас вообще ничего не получилось, там даже никаких изменений не было. Поэтому, я думаю, в этот пень даже смысла стрелять нет. Поэтому мы возьмем вот этот вот маленький, чтобы оставить хоть какие-то малейшие шансы на его разрушение. И то, я уверен, что с ним ничего не произойдет, он застрянет где-нибудь вот на середине. Здесь как думаешь, пробьет, нет? Но посмотря на лед, я уже не уверен, что пробьет на самом деле. Мне кажется, он пробьет, наверное, процентов 70 пня, но не вылетит насквозь. Не знаю почему, но мне кажется, что СКС-ка пробьет ее насквозь, потому что я сужу по играм. Да. В играх тоненькие деревья все пробиваются, а большие нет. Вот. Поэтому на большой пень я не ставлю, а этот думаю, что пробьет. Но это не точно. Пролетел. Прошел, да. Ну тогда это здорово. Винтовка с легкостью прошила дерево. Учитывая, что здесь 12,5 сантиметров, честно, я не ожидал. У меня было совершенно другое мнение, представление о всем этом, как и у многих ребят из нашей команды. Но все же мы не зря брали большой пенек, и я думаю, настало его время. А я говорил, что его прошьет насквозь. Кажется, его сломало напополам. Так и дрова можно рубить на самом деле. Это было бы гораздо быстрее, чем просто вот так. Да, и гораздо веселее. СКС не смог прошить пенек толщиной 33 сантиметра. Где застрял патрон, остается только догадываться. Ну или распиливать. Ну вот опять. Сейчас прошил. По-любому прошил, но опять же был звук. Тут точно есть вход. И тут опять нет выхода.
Как итог, и Бекас не смог пробить пенек. Собственно, на что вообще надеялись? Дерево есть дерево. Мы переходим к следующим мишеням. Слушай, Макс, а давай мы его на самом деле положим, пусть выстрелит в торец, потому что тут идет, как бы сказать, пластинами друг на друга. И мне кажется, он даже может его прошить. Прошить она его вряд ли прощет, но, возможно, расколоть оно сможет. По-любому прошил, но опять же был звук. По-моему, вы не попали. Возможно, он просто вошел туда. Да, мне кажется, вот он вошел. Точка входа есть. И все. Была бы сухая, она бы ее пробила. Не попали. Сможет ли боевое оружие пробить 30 настоящих стен из лего? Я думаю, не сможет. Макс, а типа, ты реально думаешь, что не сможет? Судя по тому, как все сегодня разлетается, мне кажется, я уверен, что пробьет абсолютно все. Хотя, я не знаю. Честно, я не знаю. А в бок может пуля уйти? Нет, насквозь прошьет. По слоям с лего можно отследить полет пули, то, как она вела себя. И в данном случае видно, как она начала крутиться. На первом слое видно, что пуля четко вошла. Здесь уже чуть-чуть начала поворачивать. На четвертом слое она четко прилетела плашмя. Здесь уже все просто тупо начало разлетаться. И в конце концов пуля улетела в бок. 11 слоев лего. Игорь Владимирович, как вы думаете, если мы сейчас совершим еще один выстрел, есть ли шанс, что она все-таки пролетит? Если взять Бекас, то, возможно, полетит прямее. Я тогда предлагаю совершить еще один выстрел, и это будет Бекас. Да. Они пролетели все абсолютно. Вот сейчас, знаете, я понял одну вещь, что очень тяжело определить мощность оружия по какому-то единичному случаю, потому что, допустим, в одних случаях, как с бумагой, Бекас показывает себя хуже за счет того, что у него более широкая пуля, и ей труднее проходить через бумагу, а вот в таких случаях он просто выигрывает, даже не дает шансов СКС. Как итог, все 30 слоев лего вдребезги. Во всех из них остались дырки. По-моему, это самый веселый волейбол в моей жизни. Я все-таки хочу поиграть в волейбол, и поэтому я один мячик оставил себе. Да. По-моему, все прошило. Даже не шатнулись. Пробит мяч или нет, можно определить даже с закрытыми глазами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Минус 24 мячика. Хорошо, что я тот не поставил. Заберу его домой. На самом деле, ты удивился, что пробили все? Что пробиты все, я удивился, если честно. Потому что там и резина, и кожзам, или что это. И все прошито. И такой большой слой воздуха внутри, самое главное. Я думал, пуля просто отскочит и прилетит мне в руки, да? Че, ребят, с мячиками все понятно. С нами тоже. К чему будем переходить к следующему? Я даже не знаю, выбор большой. Игрушки, там есть игрушки. Кто за то, чтобы стрельнуть в игрушки? Ну давай. Следующая на очереди у нас игрушки, как вы поняли. Я думаю, с ними точно так же понятно, как и с мячами. Поэтому мы решили не проверять, сколько слоев пробьет, а сделать это просто красиво. Накормим мишек свинцом. Они такие мягенькие, так жалко. Все ради контента. Интересно, они их специально с задницами к дроби поставили или нет? Искусство требует жертвы. Я сейчас ему обратно все запихаю. Все органы. Сделай ему искусственное дыхание, и он оживет. Давай, вперед. Диман, у тебя есть яблоко, да? Ничего у меня нет. Ты же понимаешь, что оно нам нужно. Блин, я вот тер специально. Как вы думаете, вы достаточно меткий? Конечно. Сможете ли вы вот с этого расстояния попасть вон туда? Самая последняя точка. Ну, с оптикой, да. Давайте попробуем. Хорошо. 75 метров.
100 метров. Сейчас мы посмотрим, насколько же наш стрелок на самом деле меткий. Опыт у него, во всяком случае, очень большой. Вы даже хотите стрельнуть без оптики? Конечно. Оптику же надо пристреливать. Как вы думаете, это вообще возможно? Естественно. С какой попытки? Не знаю, как пойдет. Ну, меньше, чем 10. Ну, меньше, конечно. Промах. Воу! Попало! С 4-й попытки! Честно, я очень удивлен. Учитывая то, что там нет оптики, это просто тупо прицелом. Это очень жестко. А это будет последний выстрел на сегодня. Ходят легенды, что, в принципе, возможно прострелить рельсу при помощи боевого оружия. И сейчас мы это проверим. Это последний выстрел на сегодня. И я надеюсь, он будет самый эпичный. Нет, ее не пробьет с такого расстояния. Его только насквозь может пробить в упор. Блин, даже стоя там, я услышал этот звон. У меня все свинит, не от выстрела, именно от этого звона. Охренеть. Смотри, как пробило. Ну, на самом деле, конечно, это всего лишь маленький пупочек. Я на самом деле слышал неоднократно, что при помощи АК можно прострелить рельсу. По мощности это оружие примерно такое же, как и АК, но оно не прострелилось с 50 метров. Вот так вот. Ну а на этом видеоролик подошел к концу. Я надеюсь, вам было интересно за всем этим понаблюдать. Всем удачи, всем пока!